Эта история произошла в сибирской глубинке. В небольшом доме почти на краю деревни жила одинокая пожилая женщина. Звали ее Лея. В силу своего характера старушка была довольно замкнутой и предпочитала держаться особняком от остальных. Несмотря на свою бедность и безрадостное существование, женщина оставалась независимой и никому не жаловалась на свою жизнь. Да и кому было жаловаться? Соседи то ли побаивались старушки, то ли попросту избегали общения с этой нелюдимой женщиной, считая, что она какая-то странная. А родных людей рядом не было. Муж умер 20 лет назад, а дочка вышла замуж и уехала в город. Даже ее любимая собака умерла несколько лет назад. С тех пор Лея так и смогла обзавестись новым питомцем. Смерть четвероногого друга глубоко ранила душу женщины, поэтому она не искала замену, хотя очень любила животных. С нетерпением Лея ждала лета, когда ее дочь с зятем привозили бабушке внука. И вот в их деревне появилась крупная бездомная собака, причем не дворняга, не лайка, а настоящий питбуль. Как здесь оказался этот пес, никто не знал. Однако жителей деревни такой питомец отнюдь не радовал, ведь питбули считаются опасной породой. Лея сразу обратила внимание на худого пса с грустными глазами. Ей было жаль несчастное брошенное животное. Питбуль был одинок и очень голоден. Он нуждался в заботе и внимании. Женщина стала подкармливать животное. Собака вела себя очень осторожно и не подпускала старушку близко к себе, видимо, не доверял больше людям. Как только Лея начинала к нему приближаться, пес переставал есть и быстро убегал. Старушка решила во что бы то ни стало приручить животное. Она приносила еду, клала ее на землю, а сама садилась на табурет в нескольких метрах от собаки и наблюдала. Постепенно пес стал привыкать к присутствию человека. Каждый день Лея садилась ближе и ближе. И вот настал тот день, когда старушка решилась погладить питбуля по голове. Пес занервничал, но не обозлился, а просто убежал. Прогресс был налицо. Теперь Лея не сомневалась, что они смогут подружиться. Но тут возникла проблема с соседями, которых совсем не радовало то, что по улице, где гуляют дети, расхаживает бойцовская собака. Сначала жители деревни пытались прогнать прочь здоровенного пса, а когда поняли, что у них ничего не получится, кто-то додумался позвонить в приют для животных, требуя, чтобы собаку забрали или усыпили. Лею такое поведение соседей возмущало до глубины души. Ведь, несмотря на внушительные размеры, собака не была агрессивной. Наоборот, она была спокойнее и добрее, чем некоторые представители рода человеческого. Женщина пыталась объяснить соседям, что пес не опасен, однако ее никто не хотел слушать. Соседям была безразлична судьба питбуля. Главное, чтобы он исчез из поля зрения. И тогда Лея решила взять питбуля в свой дом. Только так она могла спасти животное и позаботиться о нем, а заодно и скрасить свое одинокое существование. Но соседей такое решение пожилой женщины не устраивало. Они старались убедить женщину, что брать питбуля в дом небезопасно, так как собаки этой породы непредсказуемы и могут быть агрессивными. А Лея уже не молода и довольно слаба, в случае чего она просто не сможет справиться с разъяренным псом. Как ни странно, но жители деревни беспокоились о судьбе женщины и изо всех сил пытались уберечь ее от опрометчивого поступка. Однако Лея приняла решение, и переубедить ее было невозможно. Женщина усыновила пса и назвала его Тайсон. Первое время собака была очень пугливой и почти не выходила из дома. Она забивалась в угол за печкой и тихо там лежала. Только здесь собака чувствовала себя в безопасности. Так прошло несколько месяцев. Тайсон заметно поправился. Теперь он казался еще более крепким и сильным. К тому же пес заметно освоился, смело выходил из дома и сопровождал свою хозяйку. Незаметно пришло лето. Теперь в доме Леи был слышен детский смех. Дочка привезла внука. Мальчуган, которому только что исполнилось 5 лет, отличался чрезмерной активностью и любознательностью.
Бабушка еле успевала следить за этим ягозой. Тайсон же держался от мальчика на безопасном расстоянии. Однако со стороны казалось, что пес постоянно наблюдает за ребенком. Лею такое поведение животного очень удивляло, но она была уверена, что собака не причинит вреда ребенку. В этот день мальчик был особенно активен. Он без устали бегал по саду, раскачивался на качелях, заглядывал в пруд, где стайками плавали мелкие рыбки. Тайсон же неподвижно лежал в тени под старым раскидистым деревом. Вдруг собака резко вскочила на ноги и громко зарычала, как бы предчувствуя беду. А потом тишину разорвал душераздирающий крик Леи. Испуганные соседи выскочили на улицу. Они знали, что ребенок в саду с собакой. В их головах начали возникать ужасные картины того, как озверевший питбуль бросается на малыша, а старуха ничего не может сделать. Учитывая, какая хватка у этого пса, страшно было представить, чем все могло закончиться. Люди подбежали к забору, однако то, что они увидели, не только шокировало их до глубины души, но и заставило полностью пересмотреть свое отношение к Тайсону. Оказывается, внук Леи, бегая по берегу большого пруда, поскользнулся и упал в воду. Плавать ребенок еще не умел и начал быстро тонуть. Лея же испытала настоящий шок от увиденного и ничего не могла сделать, кроме как истошно кричать. А вот Тайсон не растерялся. Он быстро прыгнул в воду, схватил малыша за одежду и потащил его к краю пруда. Соседи поняли, в чем дело, и бросились на помощь. Ребенка быстро вытащили на берег. Кто-то укутывал мальчика в теплое одеяло, а кто-то пытался успокоить разволновавшуюся бабушку, которая просто заходилась от плача. Теперь жители деревни видели, что перед ними обычная слабая женщина, которая в трудную минуту нуждается в помощи и поддержке. Потребовалось довольно много времени и сил, чтобы успокоить старушку. Когда Лея пришла в себя, собравшиеся люди начали аплодировать собаке. Тайсон же добродушно вилял хвостом. Казалось, что он радуется, что смог вовремя подоспеть на помощь и не подвел свою хозяйку. Даже дал себя погладить. Теперь соседи уже не боялись Тайсона и были уверены, что Лея — члены ее семьи, да и все жители деревни в безопасности. Ведь такого отважного, доброго и умного пса ранее им видеть не приходилось.